Бельгийская Конго. Африканская каучуковая империя. Бельгия обычно не подразумевается как обширная империя, когда речь идет о колониализме и европейских империях в Африке, Азии и Америке. Однако, свой кусок праздничного торта Бельгия получила перед самым закатом эпохи колоний. Гигантская страна Конго, в 76 раз больше самой Бельгии, стала донором ресурсов для европейского хозяина и заслужила недобрую славу живого воплощения ужасов колониальных отношений. Король Леопольд II взошел на бельгийский престол в 1865 году. В стране на тот момент установилась конституционная монархия, так что власть короля была весьма ограниченной. Его решения требовали постоянных одобрений, и в целом Бельгия выстроила модель с декоративной монархией. Король даже подумывал об отречении от престола, но внезапно обнаружил, что в его владениях есть африканская страна Конго, где можно более полно работать с населением. Для освоения Конго король щедро раздавал средства и основал Международную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки и лично ее возглавил. Леопольд спонсировал нескольких исследователей африканского континента, в том числе и Генри Стенли. Организация также отправляла в Африку своих офицеров и миссионеров, половина из которых были известными головорезами, присматривавшими ценные товары в Африке и изучавшие, как эффективнее их получать у населения. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям. Конго оказалось у Бельгии не случайно, в то время как европейские гиганты делили между собой самые ценные участки Африки, как правило у моря, для быстрой доставки товаров и рабов, центр континента мало интересовал Европу. Туда и отправились бельгийцы, чтобы избежать конфликта с Англией, Францией или Голландией. Зафиксировав владения, встала проблема, как добираться до них через пустыни, непроходимые леса, широкие реки и агрессивных дикарей. И колония была надолго забыта, пока Леопольду не захотелось довести дела предков до какого-то успеха. Но с одним нюансом: Конго формально было не частью Бельгии, а территорией, управлявшейся лично Леопольдом. И на конференции, куда приехали винные исследователи, в том числе и из России, Леопольд изложил, что негры Конго пребывают в дикости и болезнях, поэтому необходимо нести им свет христианства и медицины, для чего необходимо изучить эти земли. Ведущим исследователем был избран Генри Стенли, известный тем, что исследовал новее Земли в компании кавалерии и не особенно интересовался мнением аборигенов о своих целях. По заказу Леопольда Стенли быстро и эффективно произвел разведку земель в бассейне реки Конго. Разведкой деятельность американца не ограничивалась, он и другие эмиссары Леопольда составили множество договоров с местными правителями о передаче прав на их землю ассоциации. А далее торговый талант Леопольда, которого за глаза именовали королем-бизнесменом, заиграл новыми красками. С договорами о правах на землю туземцев он собрал еще одну конференцию, где заявил о том, что Бельгия предлагает свои услуги для колоний Франции и Англии
в праве перемещения товаров и грузов, как зону свободной торговли, защищенную от нападений друг на друга или местных дикарей. Услуга оказалась нужна. Англии было неудобно работать с колониями в разных частях Африки, а Франция была зажата в западной части континента, уже довольно сильно выпотрошенной. Территория нового владения была поделена на 15 комиссариатов, были учреждены министерства и должность генерал-губернатора, который базировался в городе Бома, ставшем столицей. Сам Леопольд так никогда и не удостоил Конго своим визитом. Один из первых же его указов сыграет потом очень важную роль в развитии событий, была запрещена открытая публикация каких-либо нормативно-правовых актов свободного государства. Для поддержания порядка были организованы местные вооруженные силы из белых офицеров и черных солдат из малых племен, чтобы те не играли на руку сильным туземным союзам и не поднимали восстания. А вот с товарами было сложнее, имелись лишь запасы слоновой кости нестабильного и вышедшего из моды товара. Конго жил за счет Бельгии, что сильно огорчало корону и финансовый сектор. Однако с изобретением каучука ситуация перевернулась. Растения, несущие каучук, росли только в Бразилии и Конго, и Бельгия стала едва ли не единственным поставщиком этого сырья в мире. До изобретения синтетического каучука он произвел революцию в промышленности, и резиновые изделия различных назначений требовались миллионами штук, и не менее половины из них могли производиться только при участии бельгийского Конго. Страна перешла на колониальный лад за год. Население было отправлено на добычу сока гивеи, из которой получали каучук на условиях жесточайшего рабства. Объем добываемого в Конго каучука за время правления Леопольда вырос почти в 200 раз, и это за счет рабочего дня по 15 часов в сутки для поголовно всего населения Конго, начиная от маленьких детей. Армия была превращена в карательный инструмент, который прочесывал окрестности на предмет неработающих людей и широко применял террор и казни за невыполнение рабочих норм. Так как бельгийская корона требовала строгого отчета по расходам, учет жертв велся по отрубленным кистям рук. И тут африканский менталитет рядовых бойцов взял вверх. Патроны были большой ценностью в Африке, и солдаты тайком их продавали соплеменникам. Когда бельгийская власть потребовала отчет, солдаты стали списывать патроны на ликвидацию мятежников и неработающих, отрубая руки неповинным и живым людям. А кроме того, если предъявить много рук, можно получить награду и повышение. А для жителей деревень отдать солдатам десяток чужих рук значило откупиться от них, от обвинений или шантажа, поэтому руки можно получить в соседней деревне. Или купить у тех же солдат оружие, алкоголь, красивую одежду. А сами солдаты показывали свою эффективность командованию с помощью растущего постоянно количества рук жестоких разбойников и лентяев. Атмосфера кровавой бани заполонила страну. За 20 лет население страны сократилось почти вдвое, то есть погибли около 10 миллионов конголезцев. А вот Леопольд особенно не печалился и на каучуковые деньги строил масштабные проекты в стране. Разумеется, о творившемся кошмаре в Конго знали в Европе, но пресса объясняла это жестокими нравами жителей. В Конго широко было распространено людоедство, кровожадные культы, аборигены яростно убивали и обращали друг друга в рабов и без участия Бельгии, поэтому виновна ли Европа в том, что негры убивают друг друга как звери? Прибыльность каучука из Бельгии доходила до 700%, что принуждало Бельгию закрывать глаза на все. Но ситуация там ухудшалась. На плантации согнали почти все население, а от практики отрубания рук работникам, делавшие их калеками, перешли к отрубанию рук родственникам или захвату их в заложники. А вот поля обрабатывать стало некому, как и ухаживать за стадами. Конго, и без того недоедавшая хронически, быстро скатилась в прямой страшный голод, а затем и в волну эпидемий от недоедания. В 1891 году, когда американец Джон Уильямс написал письмо королю Леопольду о творящихся в Конго ужасах,
Король ответил на это форумом поддержки страданий народа Конго, но фактически запретил какую-либо информацию отдавать вне страны. А через 10 лет английские дипломаты и писатели начали кампанию против Леопольда и кошмаров Конго. Сначала один писатель обнаружил, что в структуре товарооборота Конго из страны идут ресурсы, а в саму страну только оружие, непонятно куда исчезающие. Это намекало на скрываемую гуманитарную катастрофу, что вызвало интерес публики, после чего несколько исследователей проникли в Конго и подробно описали жесточайший упадок в стране. Леопольд отрицал, а затем ссылался, что все это результат тропических эпидемий, унесших жизни миллионов, а оружие нужно, чтобы защищаться от одичавших аборигенов. Наконец, прямо объявил, что Англия так пытается просто очернить его имя и захватить себе Конго. Однако, Франция и Англия отказались от Конго под предлогом краха баланса сил в Африке. И Конго было принуждено к аннексии. Снова к Бельгии, только уже как составная часть государства, с открытыми законами и прочими гуманитарными достижениями, а не зоной личного управления короля и его головорезов. Конечно же, вся документация свободного государства Конго таинственно исчезла, сам Леопольд не подписывал никаких указов внутри Конго и формально не имел отношения к произволу на местах. Кроме того, перепись населения там никогда не проводилась, отчего Бельгия горячо отрицает число жертв, называя данные завышенными. В любом случае, после образования бельгийского Конго, ситуация быстро пошла на поправку. А был ли виновен король Бельгии и его администрация? Не единолично и не в полной мере. Он действительно не желал гибели миллионов, краха экономики и общества, но на местах его администрация из белых и аборигенов устроила сущий кошмар в погоне за наживой. Ради огромных прибылей и невзирая на то, что для этого приходится убивать и обращать в рабство своих соседей. Показательно, что официально Бельгия до сих пор не признает вины за происходившее, и многие бельгийские ученые заявляют, что масштаб жертв завышен в десятки раз. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.